Здравия всем слушателям, подписчикам моего канала. С вами Виктор Максименков, и в этом видео предлагаю собрать информацию, которая поставит окончательную точку над тем, что Колумб был последний открыватель Америки. Ну а первым его назначили чисто из политических соображений, потому что история в современном мире и до этого это просто религия, в которой нужно верить, но не задавать вопросов. Как пример, диалоги Платона, где есть беседа грека с египетским жрецом об Атлантиде. Ну, мало того, что он там рассказывает про огромное количество катастроф, потопов, которые они были им известны прекрасно, но там же идет рассказ о существовании Атлантиды, которая лежала за Гибралтарским проливом современным. Этот остров превышал своими размерами Ливию и Азию вместе взятые, а с него тогдашним путешественникам легко можно было перебраться на другие острова. А с островов, внимание, на весь противолежащий материк. И это диалоги 5 века до нашей эры. Все, что здесь описано, просто отсутствует в современной истории, хотя историки об этом прекрасно знают в тексте. Причем Ломоносов тот же доказал, что действительно существовали катастрофы, они были множественны, были внезапны. Но опять же, об этом вы нигде не услышите. О том, что Атлантида существовала, тоже есть видео на моем канале. Все это прекрасно можно найти, отследите в наше время. Но самое интересное для нас сейчас, что противолежащий материк, они о нем прекрасно знают. И это 5 век до нашей эры. Друзья, вы помните тот наглядный пример с кровью, как синтезит буквально за час разгруппировал эритроциты, восстанавливая нормальный процесс переноса кислорода. У меня возникает вопрос, что именно происходит на клеточном уровне, чтобы дать такой быстрый системный эффект. Ответ пришел из авторитетной международной лаборатории MacroLife Biotech Германия. Они провели исследования не на крови, а на генах наших иммунных клеток. Как оказалось, синтезит включает гены защиты сосудов от окислительного стресса, который повреждает стенки сосудов и ведет к атеросклерозу, переключает иммунитет на восстановление, усиливает гены, которые гасят хроническое воспаление, ту самую тихую угрозу для сердца и мозга. Клетки начинают работать в режиме ремонта, а не атаки. Влияет это все на гены долголетия. Это объясняет, почему эффект на кровь не случайность, а следствие глубокой клеточной регуляции. Полный отчет исследований в описании. Только для моих подписчиков скидка 20% по промокоду Виктор20. Поэтому не зря говорил Ломоносов, что народ, не знающий свое прошлое, не имеет будущего, а обречен просто повторять одни и те же ошибки. Вот для того, чтобы их и не повторять, предлагаю приступить к рассмотрению вопроса по сути. Так, известный адмирал Перерей в своей книге «Морей» пишет, что неверный по имени Коломбо, генуэзец, открыл эти земли. В руки названного Коломбо попала одна книга, в которой он прочитал, что на краю Западного моря есть берега и острова. Там находили всевозможные металлы и драгоценные камни. Вышеназванный Коломбо долго изучал эту книгу. То есть сведения, которые говорят, что Коломбо приплыл туда по уже имеющимся картам. Плюс Перерейс – это османский мореплаватель, адмирал, картограф. И карты, которые были найдены в начале 20 века его в Стамбульском дворце, они как раз показывают нам то, что древние знали намного больше, чем мы можем себе представить. Эти карты Перерейса проанализировали американские инженеры-картографы и показали, что координаты карт Перерейса с высочайшей точностью обозначают контуры, внимание, Старого и Нового Света и даже покрыты льдами районов Арктики и Антарктиды. Например, точно обозначены границы земли королевы Мод, сейчас она под толщиной 2 километра, были с трудом обнаружены полярными исследователями только уже в 20 веке, намного позже, чем найдены были изначальные карты Перерейса. Это доказывает о том, что древние цивилизации знали намного больше, история нам просто неизвестна. Вот вам, например, карта чудес творения любопытных вещей.
Создана она в 1274 году. Ссылка на источники, как всегда, в описании под видео. Но там показываются очертания Африки и Америки. Так я извиняюсь, но это за 200 лет до открытия так называемого Америки. Может, такими подобными источниками пользовался Колумба? Притом таких карт множество. Китайская карта, да, она датирована 1763 годом. Это карта мира, но подпись под ней гласит, что это копия карты мира, которая была составлена по современному летоисчислению в 1418 году. То есть задолго до открытия так называемого Колумбом Америки. И о том, что это правда, говорят вот эти синие стрелочки. Потому что мы там видим северный континент, легендарную Дарию пропавший, и южный континент, который был открыт, Южный полюс, фактически в недавнем нашем прошлом, то есть задолго до этой карты. То есть она показывает карту мира, известную, ну, как минимум, в 15 веке по современному. А то, скорее всего, она скопирована с более ранних карт. Плюс мы знаем про карту Винланда. Да, она была найдена в 20 веке. Понятно, что ее объявили фальшивкой, потому что датировка этой карты показывает, что составляли ее примерно в 1000 году. То есть за практически 500 лет до открытия Колумбом Америки. И там есть очертания той же самой Америки. Считается, что составили ее скандинавские мореплаватели, которые первым открыли как бы этот континент. Верите этому или нет, вопрос открытый, но факт остается фактом. Здесь как раз указано то, что позволяет попасть в эту Америку. Эти знания позволяли как раз пересечь океан и попасть в Америку. По Северному пути, если его так можно назвать. Мы, конечно, этому бы не поверили, но вот атлас Валларда составлен в 16 веке. Перед нами Канада. И каких же канадцев он встречает? Это белые бородатые люди. Так что, можно ли верить этой карте? Ну, факты подтверждают, что можно. Белые люди там жили. То же самое мы видим в истории Канады и канадских людей. В этой части Северной Америки, которая южнее нынешнего штата Нью-Йорк, нынешняя раса индейцев, по-видимому, вытеснила гораздо более цивилизованную расу строителей укрепленных городов и постоянных храмов, которые хорошо знакомы с использованием металлов. Четко прямым языком написано. Но это мы видим и по раскопкам, где Канада, а где, например, город Рокволл, который находится в США современном. Но в чем суть? Есть название города. Считается, что он был основан в 1840 году. Буквально переводится как город за стеной, но город основывали в поле. Потом, когда начали строить здания, нашли, что огромная стена, ее длина 11 километров, ширина 6 километров, высота 12 метров. То есть строили ли ее поселенцы 1840 года? Нет, не строили. Но они поселились на том же месте, где и раньше жили те, кто были точно не индейцами, а строителями городов, храмов, обработчиками металлов. А это были обычные скифы. Почему и запретили эту скифскую историю? Как мы это можем узнать? Карта 17 века Северной Америки. Вот он, мужчина на каяке, бородатый славянин, который охотится на уточек. Как это понять? Северная Америка, книга 1671 год, Лондон, Амстердам. Вот эти скифы в лаптях, в скифо-татарских шапках охотятся на каяках за всякими уточками. То есть известно это открытые документы, да, открытые, но современной наукой как бы не замечены. Все объявлено подделкой и на этом забыто. Карта Зена, еще один артефакт, который не может существовать. Это карта Северной Атлантики. Считается впервые опубликованная в 16 веке. В Венеции Никола Зена ее опубликовал. Он опубликовал эту карту, а также ряд писем, которые утверждают, что он нашел их в кладовке в его семьи в Венеции. По словам Зена, карта и письма датируются 1400 годом. И якобы описывают дальнее плавание, которое предприняли братья Зена в 1390 году. Ну, все может быть. Они пересекли как бы Северную Атлантику и достигли Северной Америки. Конечно, карта объявлена подделкой, но есть нюансы. На этой карте
существует, например, остров Фрисланд. Вот он внизу, под Исландией, там Гренландией. Его в нашем мире не существует. То есть, если ты делаешь подделки, зачем ты изображаешь остров, которого нет? Просто скопируй то, что знаешь, то, что известно. Нет, он изображает совершенно другую карту мира. И проблема этой карты, что она указывает точную долготу и широту различных островов на планете. Повторяю, она вроде бы напечатана в 16 веке, а устройство, необходимое для измерения долготы, было изобретено в 1765 году. Ну, как считается в наше время. Плюс на карте Зена Гренландия безо льда. То есть, либо это перерисовка с древних карт, либо, опять же, это проблема карт. Там присутствуют те территории, которые погибли в катастрофах. Та же Гренландия, которая потом покрылась ледяным покровом. И присутствует и долгота, и широта, что, опять же, показывает на высокоразвитость цивилизации, которая ее составляла, которая еще не было в 16 веке в той же Венеции. То есть, это совершенно разный уровень составления карт. Притом, этот остров Фрисланд есть и на картах Меркатора. А карты Меркатора — это, скорее всего, просто искажение от Мир-карт. И там указано и Даария, прародина человечества. И тот же вот эти красные стрелочки, это остров Фрисланд, который чудесным образом исчез. А исчез он из-за глобальных катастроф, которые я в предыдущих видео показывал, которые описывали греки, знали, которые происходили у нас в недавнем прошлом. Американский геолог Уильям Нивен близ Мехико откопал город на глубине 10 метров. При этом он обнаружил 3 слоя. То есть такой город был 3 раза погребен. Но город этот находился посреди большого озера Тескоко. Но строительство на озерах — это традиция венетов. Вот же в чем суть. А венеты — это те же самые скифы изначально. Поэтому ничего удивительного, что на одном из мексиканском острове нашли 8 крупных доиспанских ракушечных курганов. Ну, погребение в курганах — это традиция скифов, дорогие друзья. А это американские курганы. При том, что были связи, задолго до того, как нам известно, показывают мозаики из Помпеи. Наука считает, что Помпеи погибли в 1 веке нашей эры, но на ней изображена кукуруза, которую привез якобы Колумб в 16 веке. Ну, фактически, в наш мир. Так все-таки, были ли связи до этого? Да, были. Потому что в том же Нью-Мексико в 1933 году нашли камень с вырезанными 10 заповедями. Установили, что возраст этих заповедей от 500 до 2000 лет. И написаны они на древнееврейском. Получается, что древние евреи как бы прибыли быстрее Колумба, или просто жители Ближнего Востока. Потому что в книге еврейского ученого 16 века есть такое странное наблюдение об открытии Америки. То есть, это небольшой город, жители которых были немногочисленными. Уже вопрос, какой город, если индейцы в основном жили как бы в таких передвижных поселениях. И испанцы говорили с ними, но они ничего не понимали, кроме небольшого количества языка Измаила. То есть, скорее всего, это как раз языки народов Ближнего Востока, близкие к арабскому. Но почему на них говорят коренные американцы, в кавычках? Потому что есть огромное количество и подобных артефактов, головы так называемых тольтеков, это скорее всего на фото. И там как раз присутствуют жители африканского континента. Притом из записей Колумба рассказывается, что индейцам они рассказывали не только про белый народ, который к ним приходил, который они считали богами, но и про черный народ, который приносил им наконечники копий из металла под названием куанин. Самое интересное, что с африканского языка это все переводится как золото. И действительно, в нем 32 части золота, 6 серебра и 8 меди. В 1513 году на Дарьенском перешейке встретили чернокожих индейцев. То есть связь этого континента с Африкой была задолго до Колумба. И факты об этом присутствуют. То же самое мы видим в книге для дворян 18 века. Что они там пишут об открытии Америки? Кто первый открыл Америку? Финикиане и хананеи.
понятно, что это выходцы как раз с Ближнего Востока, но так называемые хананеи это и есть славяне. Соответственно, Ханаан это как раз земля обетованная. Отсюда тоже была связь, как из Египта, с Америкой. И плюс установлено, что ханаанский язык и сами ханаане это славяне, это наука установила. И сделал этот, например, Авраам Яковлевич Гаркаве. Он четко называет, что Ханаан это славянский язык, это славянская письменность. Это было известно давно. Вот вам как раз художество, где показывают слева гигантов Ханаан, а справа как раз иудеев, которые с ними как бы конфликтуют. Но эти же гиганты мы видим в космологиях Бразилии 16 века. На птеродактиля уже можете не обращать внимания, как бы просто обращаем внимание, что это белые бородатые гиганты. Космология тоже 16 век, Перу, те же самые белые гиганты, при том, что Перу это именем Перуна. Карта Южной Америки, самая южная конечность, гиганты, 16 век, тоже бородатые, белокожие. Джо Севьера описал разговор 1783 года с вождем Чироки. Ближайшие курганы были созданы белыми людьми, которых Чироки изгнали с их земель. Эти белые люди индейцы прозвали луноглазы, им принадлежали создание города Кахохия и парка Форт Маунтин, который потом захватили Чироки. По наводке индейцев, так называемых, они связали их с курганами Адены, возраст которых был установлен в 2500 лет. То есть в курганах действительно нашли высоких, белокожих, рыжеволосых людей, которые некогда жили на территории современной Алабамы, Джорджии, Кентукки, Северной и Южной Каролины, Теннесси и Вирджинии. То есть вот они, коренные американцы изначальные. Ну, вот вам и ответ. Когда была заселена Америка, если возраст курганов 2500 лет. То же самое это подтверждает универсальная история в пользу обучающегося российского дворянства. Опять же, 18 век. И вот вопрос. Какие перемены произошли в этой части? Скифы, пришедшие в Америку, от севера разорили все, что финикияне здесь сделали, и завладели онной землей. То есть, опять же, выбили финикийцев с земель американских. Вот почему история скифов как бы запрещена и забыта. Но то же самое мы видим и на карте Артелиуса Абрахама 16 века. Вот известный им мир на тот момент, но неизвестный нам. Обратите внимание на красные стрелки. Это так называемая монгольская Тартарская империя. И это и вся Азия практически, и Южная Америка. Зеленым, скорее всего, показаны как бы вольные свободные территории, скорее всего. Но мы тут видим и синенькая стрелочка, это тот остров знаменитый Фринланд. Мы видим и Южный полюс, и Северный полюс. Но все это погибнет в глобальной катастрофе примерно через 100 лет. Которую я показывал много раз, что карты кардинально изменились, как и очертания некоторых морей и береговых линий. Ну и города пропали непонятно куда, потом мы их просто откапываем. Карта Урбана Монте, 1587 год, Северная Америка. Здесь написано, что это летний лагерь тартар. То есть они там прекрасно живут. И обратите внимание, дальше сколько там пошло городов, в которых коренные американцы, так называемые индейцы, вроде бы жить не должны. Потому что там живут скифы, тартары. Хотя это одно и то же по факту. И если мы посмотрим на карту Артелиуса Абрахама 1570 года, мы видим, что огромное количество городов именно со стороны Тихого океана, потому что они имеют связь с Тартарией, идет торговля. Вот и весь секрет. И это как Северная, так и Южная Америка. Обратите внимание на огромное количество городов. Европейцы туда еще не смогли ни приплыть, ничего не построить, а они уже есть. И эти города как бы в античном стиле. И это мы видим по зарисовкам амазонок. Потому что вы знаете, почему получила название река Амазонка, потому что там встретили амазонок. И вот слева те амазонки, которых она встретили. Белокожие. Тут идет сравнение с античными амазонками. А это фактически одно и то же. И сделано это зарисовки 18 начала 19 века. Национальная библиотека Франции тоже показывает нам амазонку.
Она белокожая блондинка с голубыми глазами. Да, в том числе и жители сельской местности, не только что они жили в городах. А по-нашему это скифы или тартары, как хотите это называть. Зачем нам это интересно? Мавра Арбини. Историография початия имени, славы и расширения народа славянского. Ко светлости славы рода славянского прилагается храбрость жен, а более всего амазон, которые были женами сарматов, славян. И жилища их были при реке Волге, между меланхелами и сербами, которые тоже были славянами. Когда же предательством погубили у них мужей, тогда облеклись они в оружие, наступили сердцем мужественным на неприятеля и учинили достойное общение за смерть своих супружников. Бывшие же храбры в оружии подвинулись рать в Азию, прошли с оружием своим победителям до гор Кавказа, обошли потом всю Асию Меньшую, под иго взяли Армению, Галатию, Сирию, Киликию, Персию с иными многими областями осийскими, где, утверждая свое обитание, построили многие грады. То есть так называемые скифы, славяне, они же тартары, они же амазонки, они же строители городов. И те, которые обладали огромными территориями, в том числе и Ближнего Востока. Это нам интересно, потому что, опять же, вот по карте Фрау Маура, 15 век, Амазония это место современной Москвы, находящейся в России. Вот вам и весь ответ. Действительно ли существовали белые индейцы? Да, существовали. Их встречали в дебрях Амазонки путешественник Фоссет еще в начале 20 века. Он пишет, что на его группу напали высокие, красивые, хорошо сложенные дикари. У них была чистая белая кожа, рыжие волосы и голубые глаза. То есть подобных фактов огромное множество. Но тот, кто не понял свое прошлое, вынужден пережить его снова. Вот мы переживаем снова, повторяем одни и те же ошибки. То есть не знаем реального прошлого, не имеем будущего. Мы обречены повторять детские ошибки. Поэтому мы его изучаем. Ну и помните, повторение мать учения. Новая информация с первого раза никогда не усваивается. Смотрите видео столько раз, сколько нужно. Все ссылки на использованные материалы в описании под видео, в конечных заставках. Ну и просьба не превращаться в четвертую обезьяну нашего времени, которая ничего не видит, ничего не слышит, ничего не говорит, а только в гаджет уткнулась. Поставьте лайк, напишите свой комментарий, поделитесь видео в социальных сетях, подпишитесь на канал. Это поможет продвижению информации, чтобы в мире стало больше здравомыслия. Ну и в конечных заставках будет и больше информации по данной тематике, как и на самом канале. Также переходите на мой сайт, ссылка есть в первом закрепленном комментарии под каждым видео. Там размещены мои статьи, в том числе и запрещенные на других платформах. Плюс там же существует и магазин. Магазин существует для тех, кто хочет и может поддержать мою деятельность, для того, чтобы я ее и продолжал. Я же смогу вам содействовать в том, чтобы вы узнали свое предназначение по дате рождения, либо освоили силу живой воды, проводили измерения, которые помогут понимать, что вы едите, что пьете. Плюс получили лучшие натуральные витамины, именно Иван-чай. Плюс, опять же, сила живой воды – это водород и озон. Именно эти две структуры воды помогают нам сохранить здоровье и вылечиться от любых болезней, потому что они универсальны, подходят как одному человеку, как и всем членам семьи. И один раз купленные не требуют других расходников. Плюс, например, детектор электромагнитного излучения. Мы все живем в городах, а там огромное количество электромагнитных полей. И имея эти простые измерительные приборы, вы сможете не попадать под их влияние, а значит будете меньше болеть и дольше просто проживете без лекарств.